Привет-привет! Вы на канале Свистич, меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И это последняя неделя перед Рождеством. Скоро-скоро наступит праздник, и перед праздниками хочется волшебства. И вот волшебство перед вами. Я в воскресенье вечером вышивала мой сюжет от Dimensions, Winter Shen называется этот сюжет. И как я была в диком восторге в прошлом видео от того, что я вышивала эту девочку и собачку, то я была в этот раз в полном расстройстве, потому что в этот раз я вышивала вот здесь. Это вы не видите, я тоже это, честно говоря, не вижу. Вот здесь от сих пор вот все это, вот здесь зашивка полукрестом, белым цветом. Я не знаю, есть ли в этом смысл какой-то, но, видимо, есть, если дизайнеры фирмы Dimensions так решили, то я так сделала. Но вышивать вечером под искусственным цветом вот этот полукрест белым по белым, это удовольствие, я вам скажу, еще то. Ну, я, честно говоря, ну, когда на солнце, может, и видно. Вам видно, что там вышито? Ну, судя по дырочкам только, где я перетягивала чуть больше, видно, что там вышито полукрестом. Ну, вот я зашила вот здесь этот кусочек этим полукрестом, и я вышила продолжение заборчика. И что я вам хочу сказать, сейчас я вам на картинке покажу. Вот до сих пор вот это все, вот это белое, до вот этого пригорка, оно все зашивается полукрестом белым. И, наверное, это надо делать днем, потому что все-таки днем как-то оно больше видно. Потому что вечером вчера, ну, такое, кровь из глаз, как говорят. А вот здесь уже внизу, тут уже не зашивается, здесь оставляется просто так. И пока вместе я этот дизайн откладываю. И последний зимний старт хочу начать. Ну и как вы уже знаете, последним зимним стартом у меня будет вот такая лошадка от Mill Hill. Вы ее все прекрасно знаете. Вот такое превью. Я, как уже говорила в прошлом видео, я видела отшив видео одной девушки, и мне эта лошадка очень-очень нравится. Посмотрим, что там внутри. Там вот такие вот раскрасивые ниточки, ну, как обычно у всех этих наборчиков от Mill Hill. Вот такие прекрасные беконусы, да, это называется, по-моему, если не ошибаюсь. Это будет на его попонке вот здесь пришито, вот видите, вот эти два. И так приличненько бисера. И магнит, как всегда. Ну, магниты я собираю, может, они мне к чему-нибудь пригодятся. И, как обычно, кусочек перфорированной бумаги. И вот будет у меня лошадушка в компанию к моим колокольчикам. Посмотрим ключик здесь, что у нас. Самая неприятная часть для меня разбор этих ниточек. Ну, немного здесь ниточек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9, 10. Всего лишь 10. А Mill Hill приличненько здесь. Смотрите, Mill Hill 7, 8 почти столько же, сколько и ниток. Ну, начну и покажу, что у меня там будет получаться. И встретимся в следующем включении. В прошлом видео, кто досмотрел до конца, я показывала вам этот магазин с фарфором. Кто меня спрашивал, если не китайские игрушки новогодние, я вам показывала там фарфоровые игрушки, которые продают и которые очень дорогие. И продавец мне сказал, что это
английская фирма, и называется эта фирма, она мне даже написала, я ей попросила, Ламарт. Я пришла домой, и я первый раз, честно говоря, слышу такую фирму, и я подумала, ну-ка посмотрю, что там у них на сайте может подешевле, потому что вот этот мишка стоит 50 франков. Вот, чтобы вы понимали, это фарфоровый мишка, он очень красивый, ну, не могла я без него уйти, разорилась, думаю, будет мне рождественский подарок, вот такой мишутка красивый. Ну и, короче говоря, пошла я в онлайн смотреть информацию про эту фирму. Оказывается, никакая это не английская фирма, оказывается, это итальянская фирма. Находится она в Пьемонте, и она действительно делает фарфоровые вещи, посуду она делает фарфоровую, Деда Морозы, что я вам показывала. Если не видела, зайдите, посмотрите в предыдущем видео, в конце кусочек вставлен. Очень красивые, ну и на сайте они такие же дорогие, как и в магазине. Я думала, знаете, все-таки в Швейцарии всегда все дороже, ну, за счет там налогов привозят из-за границы, если мы же не в Европейском Союзе, поэтому нам надо платить этот налог подоходный. И, короче говоря, хотела я там что-нибудь присмотреть, так же дорого, как и в магазине было. Так что вот у меня такой красивый, раскрасивый мишутка славненький появился с бантиком. Не прелесть, смотрите, какая. Очень красивый. Вот. Ну что ж, друзья, я к вам с отчетом за вчерашний вечер по моей лошадке. В общем, взяла я лошадку, как я уже вам говорила, развесила я ниточки, так они у меня хорошо вчера прям развесились, вообще никаких затруднений не было по сравнению с предыдущим дизайном. Все быстренько развесилось, и я взяла и начала вышивать мою лошадку. И так у меня как-то это все ловко и быстро идет. И никто меня не дергает, и как-то все гладко. И я такая радостная, как эта лошадка, скачу по полям, по горам, и думаю, ой, ну так я за сегодняшний вечер и успею всю крестиковую часть отшить, и мне на завтра останется типа только бисер. И дошиваю я вот здесь, и я понимаю, что голова-то у меня не вместится. И тут до меня доходит, я неправильно взяла эту бумажечку. Надо было ее брать вот так. Прикиньте. Короче, я так разобиделась, что я бросила и больше не вышивала вчера вечером. Посмотрела киношку и пошла спать. Ну, вот такая, как говорится, бывает и на старуху проруха. Рестартану сегодня. Перемотала нитки от скатерти, и у меня никак руки не доходят разложить их по коробкам. Уже неделю лежат. Ой, вот удовольствие вышивать, но собирать и разбирать — это вообще камень преткновения. И вот эта ниточка у меня осталась, она выпала из органайзера. И я не знаю, какой это номер. Надо как-то определиться. Я уже пошла по списку. Проверила все эти номера, которые были этого DMC. Вроде все перемотала. Это лишнее. Откуда она вылезла, почему она была там. Ну, одним словом, номер нитки ищу. Она? Не она? Может, это она? Да нет, вроде потемнее. И тогда, друзья, у меня готова лошадка. У вас прошла 1 секунда, у меня прошло 2 дня мучений, страданий и скитаний, как говорится. Я вам не могу передать, сколько кровушки попила у меня эта лошадка. Вы понимаете, вот какой-то камень преткновения. Одно, что я начала вообще вот так, я вам показывала. Второе, я потом шила, что-то сбилось, распускала.
Потом я голову, опять с головой с этой у меня все, не все в порядке было. Я ее тоже шила, уже даже бисер перешила. Потом смотрю, у меня что-то здесь не сходится. Начала пришивать этот бисер, не сходится, хоть ты убейся. Думаю, ну да как это вообще возможно? Ну такая малепуська, пиндюрка такая, и она у меня не идет какая-то. Лошадка, если ты не исполнишь мое желание, я не знаю, я не повешу тебя на дерево почета. Вот это у меня, знаете, как есть такой мем, девушка парню пишет сообщение: «Привет, дорогой, как дела, как спалось?» Через минуту: «Почему не отвечаешь?» Еще через 1 минуту: «Ах так, ну тогда все кончено». Еще через 1 минуту: «Даже не хочешь попросить прощения?» Потом еще через 1 минуту: «Если ты попросишь прощения, я подумаю над твоим поведением». Парень пишет ответ: «Дорогая, что случилось? Я был в душе». Так у меня здесь страсти, мордасти, я тут эту лошадку и бросала. Все, не буду больше вообще этот милхил вышивать, дурацкий такой маленький, а я тут мучаюсь столько времени. Потом: нет, ну надо же даже вышивать, она же такая красивая. Ой, ну, такие буря в стакане, как говорится. Вот такие дела. Ну, красивая, что там говорит лошадка, на ней столько много бисера, я вам говорю, тут, наверное, равное количество крестиков и бисера. Посмотрите, везде бисер, везде, и на ножках. Здесь копытца черные, это бисером. И на хвостик вообще практически весь из бисера, черный это бисер, коричневый бисер. И вот здесь вот только немножко, 2 рядочка этого крестика. Здесь тоже на гриве этой лошадки тоже везде бисер, бисер, бисер. И вот такая красота. Вот. Ну что же, теперь возьму что-нибудь другое и могу выдохнуть. Лошадку я наконец-то сделала. На этот год с милхилом покончила, так точно. Это уже точно. До следующего включения. Хочу вам показать, что я вышивала на этой неделе, кроме лошадки. А то вы подумаете, что я только с этой лошадкой возилась. Нет. Я вышивала вот этот сюжет «Рождественское сердце» от датского производителя Ева Розенстанд. Это, напоминаю, кто забыл вдруг или не видел, это вышивку мне подарила Лариса Черновская. Она вышила практически все, и мне осталось вышить только вот это подвес, и здесь некоторые игрушечки. Я вам ставлю картиночку, что у меня было до этого, и сейчас мы посмотрим, что я вышила. Вот превью, значит, я вышила вот этот подвес. И я на прошлой неделе я вышивала этот бант сам. На этой неделе я закончила вышивать здесь листики. Здесь листики, вот здесь ягодки. Этот еще будет бэком. Потом я закончила вот эту сахарную палочку эту. И я вышила вот этого зверюгу. Честно говоря, я сначала думала, что это мишка. Но сейчас я смотрю, мне что-то больше на обезьяну похоже это все. Смотрите, у мишки не должно быть такие большие уши. Ну, как-то не очень на мишку. Я даже взяла, вышила здесь носик и ротик, ну, чтобы посмотреть, действительно это мишка или это обезьяна. Здесь будет еще вот такая штука. Я, честно говоря, не понимаю. Это, наверное, бантик у мишки завязан такой. Наверное. Может, когда этот бантик вышьется, оно как-то более скомпенсируется. Это согласны или мне так кажется? Ну, да, вышиваю листики, и тогда будет все ясно. А так вот, смотрите, какой красивый, яркий сюжет получается. Не хватило у меня этих ниток, закончились они у меня, вот это темно-коричневые эти нитки, вот эти темно-коричневые нитки и вот эти, которые чуть-чуть посветлее. А здесь дальше этими нитками надо будет вышивать вот эту лошадку.
лошадка красивая, лошадка вообще такая реалистичная, на мой взгляд, получается. Ну, в общем, это же игрушки, что, такие, какие есть. Так вот, у меня закончилось, потому что я посмотрела, там в инструкции написано, что надо вышивать в 2 ниточки, а я так поняла, здесь вышито было в 3 нитки. И поэтому я этого мишку вышивала в 3 нитки. И так как я его вышивала в 3 нитки, естественно, у меня ниточки закончились. Ну, там есть номера написанные, это ниточки DMC, так что это не будет проблемой. Я возьму из своих запасов. Вот здесь вот такая, вот я даже обозначила, 433 номер у меня закончился, и мне надо будет его взять. И, ну и вот этот будет тоже не хватать этого номера, надо посмотреть, какой это номер, и тоже его добавить. А вот так красиво получается, такое нарядное рождественское сердце. Не знаю, может, я даже к Новому году и успею вышить это сердечко. Еще есть время. Посмотрим, как будут рождественские праздники у нас наступают. Поэтому я не знаю, будет ли у меня время вышивать. Я сейчас пойду печь печеньки, печь такой венок рождественский. Так что буду готовиться к Рождеству, ко мне приезжает дочь, то мы будем праздновать. Вот так-то. Ну вот, дорогие друзья, и настал этот праздничный день, этот день чудес, исполнений желаний, Рождество. Я желаю вам мира, я желаю вам благополучия, я желаю вам добра и света. Мы все готовились к этому дню, мы шили, мы вышивали, мы украшали наш дом, мы старались изо всех сил сделать этот день таким прекрасным и незабывающимся. Я очень рада, что вы у меня есть, что вы меня поддерживаете, что я чувствую живой отклик от вас, что вы меня смотрите. Я вас всех благодарю за это. И увидимся в следующих видео. С Рождеством, друзья! Thank you.